Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за сегодняшний эфир и за то, что в эту замечательную среду, где очень много новостей, вы присоединяетесь к нам онлайн. Кость Бондаренко на связи прямо сейчас. Константин Петрович, приветствую вас. Друзья, всем большое спасибо, что ставите лайки. Подписывайтесь на Костя Бондаренко в Телеграм и в Ютуб. Подписывайтесь здесь, если видите наш сегодняшний эфир. И обязательно поставьте лайк. Ну и, конечно, ждем от вас обратной реакции. Это сейчас самое главное, потому что, ух, как Трамп зажег в Давосе. А зажег ли? Ух, как интересно. Зеленского позвал к себе. Это все будем обсуждать обязательно. QR-код, который видите на экране, это возможность написать чего-то на экран и каналу помочь задонатить. Также поддерживайте в закрытом клубе зрителей. Естественно, да, всех приглашаем в сообщество YouTube. Там тоже можно задать вопрос. И чат трансляции в самом финале. Ну, пожалуйста, досмотрите, как говорится, эфир до конца. Начнем с опроса традиционно. И, как всегда, опрос звучит следующим образом. Почему семьи элитки валят из Киева? Извините за лексикон, но сейчас уже, знаете, не до этих формулировок. Действительно, сегодня Кличко выходил, говорил, 600 тысяч человек покинуло Киев, есть разные интересности. Ну вот когда кому-то кто-то шепнул, и нужно, в общем, сматывать удочки, проваливать, так сказать. Ну вот в чем причина? Варианты. Нежное, невмоготу терпеть лишения. Будет удар орешником по Киеву или около. Пойдут в наступление с Беларуси. Или грядет переворот. 4 варианта. Понятно, что все умозрительно, никто ни к чему не призывает, никто ни от чего не радуется, но сам факт остается фактом. Киев пустеет. Константин Петрович, давайте с этого начнем, потому что, с одной стороны, вроде как понятно, да, все сейчас греют кирпичи, греют на свечечках какие-то трубы неимоверные, но давайте так, не стоит ли что-то за этими процессами больше? Почему семьи бегут? Значит, нежные, ждут удара орешником, наступления, или будет нечто серьезное и переворот, вплоть до этих моментов такая турбулентность? Да, я уже говорил о том, что я склоняюсь к первому варианту, потому что люди, которые сейчас бегут, это люди, которые все-таки надеялись на близкое завершение войны и которые всю войну фактически провели в своей стране, демонстрируя патриотизм, демонстрируя, я даже не знаю, какие-то, даже героизм, можно сказать, в этом плане. Но сейчас, когда нет элементарного комфорта, когда нет воды, когда нет электричества, у многих маленькие дети, больные родители, или же в принципе невозможно сейчас жить в таких условиях, они, понятное дело, сейчас просто пытаются спастись. Это очень важно. Да, друзья, конечно, это очень важно, но вот если так разобраться, мы же видим, что причину-то этих лишений люди усматривают во власти, и это становится опасно. Сейчас идут переговоры. Ни один политик, не политик, уважающий, не уважающий себя человек, никто, давайте будем откровенны, не вышел и не сказал: товарищи, давайте запрашивать воздушное перемирие, давайте идти навстречу, давайте что-то предпринимать. Буданов нам говорит о том, что, ну, подождите, мы же в процессе, вот война скоро закончится. Да, может, не так скоро, не завтра, но скоро. В Давосе это он говорит. В Давосе, где уже Уитков встретился с Дмитриевым и завтра отправляется к Путину на очередной раунд переговоров и говорит, что все хорошо, в принципе, там, мы очень близки к чему-то. Ну, как обычно, это обычная риторика, уже никто не удивляется, даже не следит за ней. Но тем не менее. Но подождите, значит, как гребли, так и гребут мужиков. Ужасные там кадры с побитыми женщинами, лежащими без сознания, да, в городах Украины, с баллончиками газа, которые, как здрасте, сейчас даже уже направляют оружие и стреляют в сторону людей, которые мешают крутить и вязать. Это тоже под завершение войны. Ну и, соответственно, другая вся риторика, там Зеленский, который с Малюком встречается потом с Хмарой, говорит: мы разработали план спецопераций, нанесения удара. Это тоже к окончанию войны. В общем, абсолютно дела расходятся
встретятся с заявлениями или как бы с чаяниями народа? Видите ли, я уже об этом говорил тоже неоднократно, еще раз просто скажу, что в нынешних условиях Украина оказалась на очень серьезной растяжке. Вот. Европейские партнеры Украины, вот, когда я говорю партнеры, я беру это слово в кавычки, они настаивают на том, что Украина должна продолжать воевать. Любой ценой вы должны воевать еще год-полтора. Это позиция европейских партнеров, которые они на всех формальных, неформальных саммитах высказывают. Им нужна война. И Украина, как воюющая страна с Россией, им нужна политика ослабления России через боевые действия с Украиной. Что касается Соединенных Штатов, они хотят действительно завершить этот конфликт. Я уже неоднократно останавливался, почему Соединенным Штатам это надо. Понятное дело, что не из большой любви к Украине, не от большого сострадания. Вот там экономические, в первую очередь, вопросы безопасности возникают сейчас, глобальной безопасности. Поэтому Соединенные Штаты сегодня делают другую ставку. Украина играет в европейскую игру, играет на стороне европейцев против Трампа. Понятное дело, что прямо сказать Трампу, что ты враг, и мы с тобой будем, и никаких переговоров с Соединенными Штатами Зеленский сказать так не может, поэтому он играет игру. С одной стороны, он говорит о том, что вот близок мир, с другой стороны, он делает все для того, чтобы продолжать войну. Войну не в интересах Украины, войну в интересах европейцев. Войну в интересах глобалистов. Вот это главная задача сегодня для Зеленского. Вот он имитирует миротворческий процесс, мирный процесс, он имитирует готовность к миру. На самом деле вот, он живет по принципу «нам бы день продержаться, до ночи простоять, да еще немного повоевать». И все действия властей указывают именно на это. Понятное дело, что Украина, что Зеленский чудесно понимает, что освободить ту территорию, которую мы потеряли, он не сможет. Удержать те территории, которые заявлены сегодня Россией как территории приоритетные, или же на которые она претендует, тоже будет достаточно сложно, практически невозможно. Но держаться, как требуют товарищи Стармер, Мерц, Макрон и прочие, вот он будет, и для этого проводятся определенные мобилизационные действия. Да, кстати, так, из неопубликованного, что называется. Украинская делегация действительно побывала в Соединенных Штатах. Вот, Буданов, Умеров и Арахамия. Они приехали, они пытались там прошибить на слезу у Иткофа и Кушнера, показали фотографии разрушенных электростанций, замерзающих городов, на что те пожали плечами и сказали, что вы хотели. Война. Вот. Война, в войне, война – это определенные действия без правил. То есть они остались безучастными к этой ситуации. И второй момент. От Украины потребовали признания американской позиции по Гренландии. Ну, понятное дело, что наша делегация немножко опешила. Они сказали, что мы не уполномочены вести такие разговоры. Наша делегация, подождите, тут же в лицах надо. Да. Два гражданина Америки, Умеров и Дэвид Браун, и Буданов. Да. От них потребовали, а ну давай говори, Гренландия, да. Чей? Гренландия, да, чья Гренландия, да. Да. Вот. Ну, одним словом, они уехали. Понятное дело, что Зеленский был в ярости из-за этого, потому что Дания не чуждая нам страна. Большое количество европейских инициатив для Украины именно инициирует Дания, и Дания поставляет большое количество и вооружений, и, в принципе, сотрудничает с Украиной очень тесно. Понятное дело, что согласиться с позицией Трампа для Зеленского – это выстрелить себе даже немного в голову. Вот. Поэтому сейчас вот такая ситуация возникла. Возникла ситуация с определенной паузой. Ну, вроде бы завтра Зеленский, все-таки смирив гордыню, идет на поклон к Трампу. Вот в Давосе они все-таки завтра встречаются. И не знаю, о чем они будут говорить, о чем договорятся.
Ну, тут никто не знает. Вообще этой встречи Да. не должно было быть. Смотрите, тут... Нет, сначала эта встреча должна была быть. Первоначально эта встреча планировалась. Эта встреча была в планах, эта встреча должна была состояться 21 числа, то есть сегодня. Вот. Эта встреча была запланирована. Трамп сегодня выступал с речью полуторачасовой. После этого, соответственно, должна была быть встреча Трампа с Зеленским. После этого должна была быть встреча Трампа с европейскими лидерами. Европейские лидеры поняли, что... И они готовились к этой встрече. Они поняли, что... В последний момент поняли, что обсуждаться будет не Украина, а Гренландия. Макрон технично оттуда свалил. Вот, да, за час перед приездом Трампа. И, соответственно, Трамп вот, разыграл как по нотам ситуацию, при которой он будет фактически говорить с Зеленским один на один. Хотя Зеленский, когда узнал о том, о результатах поездки украинской делегации в Соединенные Штаты, он даже отозвал выступление Сибиги на Давосском форуме. Там еще должно было быть несколько украинских выступлений, но, соответственно, но все-таки полетит. Полетит. Уже говорят, что вот уже написали, что в Жешуве уже военный самолет стоит, который обычно возит Зеленского на разные... Послушайте, ну это же какой-то позор и унижение. Да, С трибуны, получается, Трамп, а там мы сейчас поговорим о значении этой речи давосской, да, там очень интересные такие моменты. Вообще для будущего Запада, это сейчас мы коснемся, но это же унижение. Он с трибуны говорит, я встречусь с ним, да. и тот, мотивируя свой не визит в Давос тем, что у меня сложная ситуация в энергетике, я нужен дома, я селекторы провожу, я вот там руку на пульсе держу, я вот со своим народом, который страдает. Слушайте, получается, за сутки украинский народ отстрадал и уже не нуждается в Да. своем лидере. Ну, им уже рассказали, как можно греться, уже там им дали рекомендации украинским гражданам, вот, что можно использовать определенные сексуальные игрушки для того, чтобы согреться. Да. Так что, вот, ну, я же не шучу. Это... Ну, слушайте, это вообще цирк. Резиновыми членами с подогревом можно их как бы Да. обкладываться и выстоять потужно, Да. незламно. Это да, но, знаете, это такой вопрос уже. Каждый предлагает свои способы, которые ему близки. Вот. Что касается Зеленского, он же в понедельник сделал еще одно заявление. В понедельник он сказал, что встречаться с Трампом он будет только тогда, когда будет о чем поговорить. Вот. Когда он увидит готовность американского президента к конструктивным переговорам. Вот. Это ж, ну, наверное, он уже увидел, прочитал в глазах Трампа эту готовность. Поэтому он и едет. Но интересный момент, что на который мало кто обратил внимание. Уитков передал вчера Кириллу Дмитриеву вот, те предложения, которые сейчас будут рассматриваться в плане безопасности, гарантии безопасности. Неделю назад вот, в офисе президента сказали, что значительная часть положений, которые касаются гарантии безопасности, будут секретными. То есть для России они не секретны, потому что Уитков их передает Кириллу Дмитриеву, а для граждан Украины они секретные, да? Да. Вот именно. То есть получается такой парадокс. От кого граждане Украины должны, если вот граждане Украины скажут, в чем будут состоять гарантии, раскроют полностью, вот кому могут рассказать граждане Украины, вот, кто может еще заинтересоваться, вот, кроме, если бы вот, ну, это не касалось бы России, вот, кто бы еще мог бы быть здесь интересантом? Так на чем сердце успокоится, если так подводить черту А под пока, переговорной, а пока еще нет, переговорной подождите, историей? переговоры только начинаются, по большому счету. Переговоры только начинаются, потому что вот Уитков улетел в Москву, завтра он встречается с Путиным, Трамп встречается с Зеленским. Очевидно, что обсудят все то, что наработано было вот, с участием европейцев,
с участием Украины и так далее. Вот, посмотрят, насколько это соответствует интересам России, насколько это соответствует тому, о чем говорили в Анкоридже. Вот, и так далее. И после этого будут принимать решения уже о конкретизации переговорного процесса. Потому что переговорный процесс, он состоит не только из общих фраз, вот, но необходимо еще согласовать огромное количество деталей. И вот сейчас я думаю, что только этот переговорный процесс и начнется. Огромное количество вопросов, которые касаются не только территорий, территориальные уступки или территориальные там, приобретения кем-то. Вот. Где будет проходить граница? Кому будет принадлежать Запорожская атомная? Эти вопросы как бы кажутся достаточно важными, вот, но они не единственные. А вопрос выборов в Украине, а вопрос, кто будет от Украины подписывать мирный договор, как будут проходить выборы, под чьим контролем, процесс послевоенного обустройства Украины, процессы не только безопасности, но и возрождения Украины, восстановления Украины. То есть все эти вопросы необходимо будет еще согласовывать, и это будет такой переговорный процесс не только между Украиной и Россией, а в котором будут и дальше принимать участие, в том числе Соединенные Штаты. Константин Петрович, вопросов, конечно, много. Однако главное не меняется. Как вам кажется, вот завтрашняя встреча Виткофа с Путиным или завтрашняя встреча Зеленского с Трампом? Где будет больше конструктива и почему? Зеленский человек, который не субъектен решать многие вопросы. Вот. Все-таки у Путина значительно больше субъектности. Он обладает субъектностью, Зеленский этой субъектностью не обладает. Зеленский не может, в отличие от Путина, принять решение о постановке войны или продолжении войны. Вот. Зеленский должен согласовывать все эти темы со своими, дальше в кавычках называют это слово, партнерами, чтобы не называть это своими словами, кукловодами или же там своими сюзеренами. Вот. Поэтому в этой ситуации понятно, что Зеленский будет имитировать договороспособность. Но он же, смотрите, он же нам сказал, если не будет реального договора, что там, ПВО, 800 миллиардов на процветание и гарантий от США, если ничего не удастся подписать, то смысл туда ехать. Ну так вот именно так. В данной ситуации он же едет. Он же едет туда. Так что вопрос остается открытым, что он будет завтра говорить, слышать, или как он будет оттуда, как он будет выходить из этой ситуации. На самом деле вы понимаете, что после гренландского кризиса, который сейчас продолжается, Европа перестает все больше и больше перестает быть субъектной и перестает быть игроком. Вот. А почему? Зеленский дальше продолжает делать ставку именно на Европу. Подождите, давайте разбираться. Почему? Некоторые, я увидел это сравнение, что Европа сейчас напоминает Украину, когда у нее отбирали Крым. Да, именно. Подходит сравнение? Подходит. И Европа растеряна. И европейские лидеры уже сейчас начинают занимать абсолютно разную позицию. Это раскалывает Европу, это раскалывает и ставит на грань уничтожения такую структуру, как НАТО. Вот, и прочие моменты. Европа дезориентирована просто. Вот. В Европе уже начинают говорить о том, что, а может, нам каким-то образом сейчас с Россией немножко там сбавить обороты и чуть-чуть примириться. То есть и такие звучат уже тезисы. Поэтому я думаю, что сейчас Европа является ненадежным партнером для Украины. Так а других нет. А других нет, в том-то и дело. Поэтому я и считаю, что на самом деле ситуация, которая сейчас сложилась, во-первых, гренландский кризис, он выбивает Европу из числа эффективных союзников Украины и делает заявку Европы на то, что они должны быть равноценным и равноправным участником переговорного процесса, несостоятельным. То есть Европе указывает ее место. Второй момент – это то, что сейчас в глобальном смысле, если будет окончена война на тех условиях, которые диктует Путин и к которым сейчас склоняется Трамп, вот,
главной проигравшей стороной будет не Украина. Речь идет сегодня не столько о капитуляции Украины, речь идет о капитуляции Европы фактически в этих глобальных процессах. И главным призом в этой игре будет именно не Украина, а Европа. Последнее, разъясните, пожалуйста, главным призом в каком смысле? Дальнейшие процессы вот, они приведут к тому, что просто-напросто Европа, исключенная из числа как раз тех стран, которые претендовали еще на роль арбитра или на роль такого глобального игрока, Европа попросту станет добычей не территориальной, а экономической, политической и так далее, добычей для Соединенных Штатов и России, если будет подписано то соглашение, которое согласовано в Анкоридже. Гренландию Трамп сегодня вышел и сказал, что хочет купить. Да. Никаких войск. Но если вы там откажетесь, мы вам это запомним, как бы пригрозил. Дания уже успела дать отворот-поворот. Завтра, опять все на завтра, слушайте, да? Как все, 22 число. В общем, завтра ЕС собирается и будет потужно отвечать Трампу. Значит, вот эта сделка, базука, базука санкций или как тарифов. В общем, то, что Макрон говорил, 93 миллиарда ударить по Америке, да, взамен их тарифов за Гренландию. То есть, фактически, по состоянию на сейчас мы видим отказ. Но у Трампа сейчас очень сложная ситуация. Крайне сложная. Ему сейчас или нужно, условно, чтобы добить Гренландию, или забрать Украину. То есть, вот прям резко закончить войну, сказать, все, я победил, причем должен и Кремль сказать, браво. Но они, кстати, в Кремле не особо, брезгуют. Они говорят, да, Трамп молодец, единственная сторона, которая хоть что-то хочет, в плане мира. Лавров вчера это раскладывал, тоже с Крымом сравнивал Гренландию и так далее. Медведев пишет о том, что больше прав у России на территории Украины, чем у Америки на территории Гренландии. Они вроде как поддерживают, но там не чтобы шибко до конца. В общем, свою игру ведут в России. И Украина должна, Украине некуда деваться, она скажет, о, великий Трамп, спасибо тебе, спасибо. Но это все должно произойти быстро, чтобы от Гренландии след простыл. Иначе Трамп лузер, Трамп проиграл, если не добьется покупки, купли-продажи, купчей, не знаю, там чего-то еще у Дании и Гренландии. Знаете, ситуация с Гренландией и Трампом, она напоминает старый, бородатый, еще советский анекдот про мальчика, который приходит домой и спрашивает у родителей, мама, папа, а я русский или еврей? Они такие, почему в таком нежном возрасте тебя волнует национальный вопрос, который для Советского Союза был, в принципе, не характерен. Вот. Он говорит, да тут мальчик во дворе катается на велосипеде. Я попросил, чтобы он дал мне покататься. Он говорит, так, 3 рубля, говорит, и там и можешь кататься. Так вот, я думаю, говорит, торговаться там до 2 рублей, или дать морду и просто кататься бесплатно. Так вот, в данной ситуации Трамп точно стоит перед таким же выбором относительно Гренландии. Купить там, или там, торгуясь и так далее, или же дать морду и забрать бесплатно. Это, да. Но перед Трампом стоит вопрос не просто Гренландии. Гренландия же это только повод. Я уже говорил о том, что Гренландия в данной ситуации, она обесценивает Европу как таковую. Европейских игроков, показывая, что они на самом деле являются лузерами в данной ситуации. Но, кроме всего прочего, это определенный удар Трампа и по глобалистам, которые сегодня сосредоточились не столько в Соединенных Штатах, сколько сосредоточились в Европе. И именно европейский плацдарм мог бы стать одним из активных площадок, которые бы продвигали тех же глобалистов через демократов, через часть республиканцев в будущий Конгресс, Сенат. Трамп понимает, что именно они являются его главными врагами. Гренландия – это только повод.
Гренландия – это только один из элементов. У Трампа главная задача в этом году – это не только там похитить Мадуро, присоединить Гренландию, еще что-либо, вот, там навести порядок в Украине. Вот. У него главная задача будет стоять – это выиграть выборы осенью 2026 года, промежуточные выборы в Конгресс. Причем выиграть не только у демократов, выиграть их еще и у республиканцев. Провести в парламент, провести в Конгресс вот, большинство людей, которые были бы его людьми, которые бы поддерживали его. И именно все те приготовления, которые сегодня идут, они, с одной стороны, меняют миропорядок, но с другой стороны подрывают почву, подрывают вот эту основу будем говорить так, подрывают основу под будущим возможным реваншем тех сил, которым Трамп намеревается нанести смертельный удар. А сколько стоит Гренландия? Я не знаю. Вот эти 700 знаю. миллиардов называли, какие-то еще суммы. Ну, это практически соизмеримо с Украиной, тогда со стоимостью Украины. То есть, понимаете, тут тоже какая-то очень Я уже странная... шутил, знаете, я уже шутил по этому поводу, говорил о том, что вот в таком случае Трамп запросто может переселить всех украинцев из Украины в Гренландию. Во-первых, он решает вопрос, он же для чего-то покупал, вот для чего-то же он там подписывал соглашение о недрах, о земле и так далее с Украиной. Вот. Украинцы ему в этом плане абсолютно не нужны. Вот. Он продемонстрирует, что он мир установил на территории Украины. У украинцев не будет никаких проблем с соседями, тогда их просто не будет. Соседи, остров все-таки. Вот. Ну, плюс ко всему, вот, Трамп расширит территорию Украины в 3,5 раза. Гренландия в 3,5 раза больше, чем Украина. Понятное дело, что это шутка, но это самое, в каждой шутке. Ну, горько сейчас шутить, и многие шуток, конечно, сейчас уже не понимают, потому что, ну, действительно бедственное положение терпит сейчас Украина в тылу. Так видите, как новости с фронта заглохли. Вышел потужный Сырский и сказал, будем наступать. Ну и все говорят, ну а чего, будем наступать. Купянск Почти по наш. Данилу Хармсу. Как там у Данила Хармса? Я сказал, поднявши лапу, будем прыгать через папу. Да? Вот в это время папа сел, я и прыгнуть не успел. В это время папа встал, тут я прыгать отказался, потому что я устал. Вот понимаете, в чем дело? Война-то идет. И как бы война и на передовой тяжелая, и не только в тылу. Кажется ли вам, что Россия где-то приостановила именно конкретно военные боевые действия и продвижения, которые фиксируются, в принципе, в том же темпе, но не хотя вот несколько дней назад вот 2 километра в одном направлении, там 2 километра в другом. Они уменьшились, конечно же, в связи с погодными условиями, в связи с другими моментами. Вот, понятное дело, пошли на спад пошло на спад продвижение, но оно не остановилось. Бои ведутся в Купянске, бои ведутся, российская армия подходит уже в 16 километрах от Красного Лимана, бои ведутся уже на подступах к Дружковке, вот, Константиновка, понятное дело, вот эта ситуация вокруг Покровска дальше продолжает ухудшаться, Запорожская область, есть несущественное, но все-таки продвижение, так что бои идут и достаточно кровопролитные. Они просто, такое ощущение, уже как бы не влияют на политику. Вот в том-то и дело, что впечатление. уже как-то превращаются в статистику. Уже наши политики, не только наши политики, они уже просто существуют, у них уже существует такая война ради войны. Вот, а то, что происходит на поле боя, это уже мало влияет на исход переговоров и так далее. Внутри очень тяжелая ситуация. Над нами прям смеется Кристалина. Ну, прям говорит, вы львы, порычите с утра, приободритесь. Зачем вам эти субсидии на тепло и свет, которых нет? Это для слабаков. Налоги? Давайте налоги нормальные платите, не выдумывайте там себе. Но мы с вами, мы вами восхищаемся.
Причем, если бы не было вот этой теплой какой-то встречи, когда приехала эта Кристалина, и они так мило с Зеленским беседовали, в принципе, все было более или менее бы, ну, сказала и сказала дура старая, например, да, написали бы люди в комментариях и забыли бы это. А так они этот рык о том, что давайте порычим, народ запомнил. Народ, не, ну, как бы такое уже не простить. Да, народ это не простит, это правда. Но дело в том, что Международный валютный фонд, начиная с апреля 2014 года, является нашим, скажем, нашей главной направляющей, руководящей силой. Вот. Я очень хорошо помню, как премьер-министр Арсений Яценюк в апреле 2014 года сказал, что мы будем выполнять все решения, все рекомендации Международного валютного фонда. И с тех пор мы их неукоснительно выполняем. Более того, Международный валютный фонд, с которым так активно воевал в свое время Николай Янович Азаров и которых не подпускал на пушечный выстрел, он навязал нам кабальные условия практически. И мы согласились на эти кабальные условия. У нас была такая вице-премьер Яреська, помните, вот, которая подписала соглашение с Международным валютным фондом, что мы сами себя загоняем в определенный капкан, в ловушку, вот, согласно которому у нас уровень развития экономики не может превышать 4% годовых. Если только мы выходим за 4%, то мы должны будем выплачивать Международному фонду значительно большие суммы, чем это предполагается, компенсации. Вот. Так что у нас экономика, в принципе, она обречена и на стагнирование, и на бедность, в принципе. Значит, выходит абсолютно, ну, знаете, мне иногда так стыдно становится. Я этим не кичусь, правда. Я прям стыжусь. Особенно, когда какие-то люди в украинской политике появляются, я и них не знаю, представляете? Ну, депутаты какие-то. Это ж целый депутат. Он с нами уже больше своего срока сидит, а вообще не пойми, кто это. Точно так же, как в офисе президента появилась советник главы офиса Виктория Страхова, между прочим. И она выкатила пост, опубликовала фоточки, что она сидит на Банковой и замерзает. И типа, что там в офисе президента? А офис президента, пишет она, с народом. Коллега с другой организации спросил, топятся офисы? Как у нас вообще? Должно, наверное, общество, это очень важная информация, докладывает, холодно. Значит, у друзей, знакомых, у которых нет ни отопления, ничего, и почти ноль в квартире, градусов 13 в кабинете, это не показатель, у меня самый теплый кабинет исторический. Короче, делится внутрянкой, в чем надето, пауэрбанк у нее, там, худи толстая и так далее. Депутаты кичатся тем, что в Раде холодно, ни отопления, ни воды, ничего. Как... Они не пробовали обложиться вибраторами? Прям в офисе президента, да. Прямо в офисе президента. Прям в офисе президента. Они же 38 градусов. 38 градусов, 38 сантиметров. Как, ну, нормально. Да. То есть, ну, я имею в виду площадь согрева, как бы увеличить. Я в этом отношении. Берегите президента, обложите его. Не только в комментариях к нашему видео, а еще и прям физически надо сохранить. Но он-то поедет сейчас в теплую страну, в Швейцарию завтра. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, вы как вообще расцениваете вот эти заигрывания, что, мол, смотрите, нам так же тяжело, как и вам, вот мы такие точно, как и вы? Ну, знаете, это любая власть демонстрирует, что мы с народом, вот, мы точно так же страдаем, мы точно так же принимаем на себя все тяготы и лишения. Вот, не только вы, вот, мы точно так же вот, с народом делим последний кусок хлеба и точно так же замерзаем, как и народ. Ну, наверное, это еще пошло из советских времен, когда были там определенные легенды, рассказывались относительно
относительно того, как там в первом советском правительстве Александр Тирупа упал в голодный обморок, потом историки как бы это опровергли, нарком продовольствия падает в голодный обморок, у него были другие причины, по которым он упал, но это такой момент. Но это работало на сознание. Что касается других аспектов, вот вы сказали о том, что вы не знаете там некоторых политиков. Вы знаете, вот я тоже себя ловлю на том, что когда-то вот, журналисты, политологи, политические эксперты знали практически каждого депутата, знали его бэкграунд, знали его там позицию и так далее. Вот, депутат – это была величина. Губернатор – это была величина. Министр – недосягаемая величина была. Вот, они пользовались уважением, это была какая-то стабильность, это были отставка министра, это была сенсация определенная. Заявление депутата, оно рассматривалось, оно обсуждалось. Вот, выступление с трибуны. Вот. А сейчас, извините, произошла девальвация политического класса в Украине. Произошла девальвация политиков как таковых и чиновников. Вот. Они стали никем фактически. Губернатор, знаете, когда-то Аркадий Райкин говорил, товаровед, обувной отдел, мы на него плюем. Так вот точно та же ситуация вот с политиками в Украине. Просто вот этим же политикам, им же нужно что-то народу предлагать. Народ выходит сейчас точечно на протесты. Сегодня был большой протест в Хмельницкой области по поводу отключения света. Кривой Рог, родина Зеленского, то же самое. И они возмущаются по поводу графиков, по поводу там, у кого есть, у кого нет. Они, понятное дело, да, требуют что-то сделать. Хмельницкий так вообще говорит, мы вообще, вот у нас тут атомная станция, у нас не дают света, почему там отключают условно там, где плюс-минус безопасно, и есть еще там некоторые регионы, где, почти не прилетало за всю войну. Есть. И у них тоже нет света, и они, конечно, волнуются. Но власть демонстрирует, смотрите, мы тоже без света. Это фактически, в переводе на нормальный язык, заткнитесь, сидите и терпите. Более того, мой прогноз, что в ближайшее время, в ближайшие дни Служба безопасности Украины сделает заявление, что они вскрыли целую сеть в Украине, которая по заказу ФСБ или там лично Путина организовывала акции протеста несознательных граждан, которым не нравилось то, что у них отключают свет и прочее, и, соответственно, они выходили на митинги или же выходили на акции протеста по заданию ФСБ и распространяли кремлевские нарративы. Это то, что будет сейчас подано в информационное пространство. Сознательные граждане, настоящие патриоты, они не могут протестовать, конечно же. Те, кто протестует, это агенты ФСБ. У нас нечто похожее происходит, когда извинялась Тина Кароль. Да. И вроде как уже, смотрите, извинилась, рассказала, что это вообще не ее песня, она просто перепела, хотела людей поддержать, а люди, конечно, агрессивно, они ее уничтожили, эту Тину Кароль, безусловно. Причем, да, это я уже объяснял и объясню еще раз, может быть, кто нас не слышал. Это действительно песня с того блэкаута, прошлого, да. И эта песня не ее, это парень просто на свадьбу, он композитор, спел своей девушке, что у нас нет там того-того, но мы любим друг друга. Это песня для двоих людей. Но контекст абсолютно не уловила Тина и вывалила это, начала снимать ролики под эту песню, петь ее. Ей, в общем, там натыкали и поперепевали, и вспомнили Миндичей, и вспомнили всех, да, вот это вот. То есть реакция народа была такая. Тут появляется вот эта Василевская Смоглюк, которая пишет, что всех надо, чтоб проверила СБУ, кто Тину Кароль вообще. Это вообще эти какие-то враги, полезные идиоты, пророссийские неимоверные люди, какие-то вражины внутри раскачивают ситуацию этими своими перепевками и реакцией на Тину Кароль. Даже Богдан не выдержал,
Богдан, Андрей Богдан, это тот, который до, Да. как это, До до, Ермаковского периода. до Ермачье, да, вот это вот Да. был. Тот, который с шаурмой фотографировался с Зеленским купался в море в Одессе, вот в самом начале его президентства, первый глава офиса. Даже он пришел, говорит: Оля, ну это ты полезная идиотка, ну елки-палки, что ты идешь там? Это как идти против тренда, писать против ветра, понимаете? То есть куда ты? Ну, она ему там тоже что ответила. То есть, понимаете, в чем дело? Они берут на вооружение сразу пророссийскость, агентурность, и недоволен, значит, ты агент Кремля. Ну, на самом деле, да, в том-то и дело. Меня тоже уже сделали агентом Кремля, я уже там, значит, пророссийский и все прочее. Ну, эти эпитеты я уже привык, что мне их клеят. Вот. У нас же сейчас тот, кто не согласен с властью, тот, кто критикует власть, он пророссийский, он агент России, он агент Кремля. Любой. Вот. Ну, знаете, тут уже как в том анекдоте, где я могу получить свою долю. Поэтому в данной ситуации обвинение и поведение вот, должностных лиц наших будет ровно таким же, как и в других ситуациях. Будут обвинять в работе на противника. То есть получается, давайте так, это очень циничное умозаключение, но получается, России удалось разрушить режим. Режим разрушил сам себя, в первую очередь. Сегодня я общался с одним своим близким приятелем, который, ну, будем так говорить, он глубоко ангажирован в политические процессы. Вот, он сказал: интересно, какую награду вот, Путин даст Зеленскому? Вот. Потому что вот Зеленский сделал больше для разрушения страны, для уничтожения Украины, вот, чем все ресурсы, которые были задействованы Россией вместе взятые. Корниенко сегодня вышел, говорит, 10 миллиардов надо. 10 миллиардов надо. А почему только 10? Или это Корниенко? Корниенко для выборов. Для выборов, Для ясно. выборов. Я просто думал, что То это Корниенко. Да? Ситуация такая, гривень, 10 миллиардов гривен, и мы Ну, проведем выборы. да. А правда ведь, вы так упомянули об этом, а тема как бы сходит на нет? Ее разве что Корниенко, который говорит, нам столько денег нужно, и Тимошенко поднимает. Не только. Тимошенко, которая говорит, что выборы скоро, сейчас их нагнут на мирное соглашение, поэтому они выбивают меня и ряд других людей. Соединенные Штаты настаивают на том, что выборы необходимо провести. Причем провести президентские выборы в сжатые сроки. Более того, то, что предлагают Соединенные Штаты, это выборы, которые должны пройти за 1 месяц, за 30 дней. Не 60, не 90, за 30 дней. Вот это необходимо принять закон, внести законопроект и принять этот закон про эти блиц-выборы, для того, чтобы был легитимный президент, который может подписывать мирный договор. Понятное дело, что сколько бы мы ни говорили слово «халва» во рту слаще не станет, сколько бы мы ни говорили, что Зеленский легитимный, но с точки зрения юриспруденции есть вопросы, и любой преемник Зеленского может опротестовать потом этот мирный договор, эту подпись, сказав, что Зеленский не имел права подписывать такой документ. Но в любом случае вопрос выборов стоит сегодня. Зеленский говорит: мы не против выборов. Даже за. Я готов хоть завтра идти на выборы. Я даже готов не выдвигаться, но с условием: Путин должен прекратить боевые действия на время выборов. Путин говорит: никакого прекращения боевых действий до подписания мирного договора. Вот. И получается такой замкнутый круг. Вот. Американцы говорят, что, извините, есть мировой опыт, который показывает, что проводятся президентские выборы и в условиях боевых действий, и в условиях потери значительной части территории. То есть отсутствие контроля на значительной части территории. И приводит пример. Южная Корея, 1952 год. Август 1952 года, выборы, которые заложили, как говорят американцы, основы демократического развития Южной Кореи на
на последующие десятилетия. Зеленский говорит, нам это не подходит. Пусть Путин прекращает боевые действия, мы идем на выборы. Все. Ну, теперь еще дополнительное условие, еще 10 миллиардов. Смотрите, есть, это, кстати, апелляция к нашему сегодняшнему опросу. Кто-то скажет, ну что за сумасбродные варианты, ну при чем здесь? Оборешники по Киеву в день рождения Зеленского, ну как с точки зрения символизма, да, ну как поговаривают, что что-то должно быть яркое. По Киеву это не по Банковой. Киев большой, с промзоной, Киев, ну, понятное дело. Но сам факт, да, Киев, Орешник. Может быть, без боевой части, как в тот раз, но вот так вот, чтобы опять демонстрация была. Но вроде как уехал Зеленский завтра там. И непонятно, он же, наверное, как бы к Макрону еще заедет, мне так кажется. Макрон же не зря звал Трампа и всех на свете поговорить по Сирии, еще почему-то. Там очень будет интересный визит. Интересно, сколько он выделит на этот визит. Если завтра поедет к Трампу, заскочит ли к Макрону, к Стармеру. Стармер же четко сказал, никакой Гренландии, пошел вон, и вообще мы против. Он будет искать поддержку после разговора с Трампом 100%. Вот прям 100%. Но тут есть очень важный такой нюанс, да, это вот наступление из Беларуси. Я вижу очень интересную картину, которая может развиваться сценарно. Это саммит, ну не саммит, а Совет мира, который проталкивает Трамп. Значит, смотрите, уже страны начали соглашаться. Нетаньяху, Алиев из Азербайджана. Путин нет согласия или отказа, просто объявление, что приглашен. Лукашенко прям под камеры подписал указ. Почему я увязываю это с наступлением из Беларуси и применением абсолютно любых, внимание, любых средств, сил и каких-то, ну, вообще невообразимых вещей? Потому что получится, что условно, буквально там через месяцок, а может там недельки через 3, да, у нас будут страны, которые в Совете мира, а Лукашенко ведь нам очень открыл многое. Во-первых, он говорит, фейк, то, что надо миллиард платить, чтобы вступить, он не платил. Во-вторых, он, там очень интересная формулировка у него в сообщении от него, да, что он с решения Совета мира как бы вписывает в законодатель. Короче, он подчиняется, да, по этим решениям. Страна, верховенство, да, страна подчиняется вот этой истории. То есть то, что решит Совет мира, то и все. А Зеленский в Совет мира не вступит. Ну, он, конечно, и в Давос не поедет, но в Совет мира он там будет выглядеть, ну, абсолютно ужасно, потому что Стармер отказался, Макрон не пойдет, никто не пойдет из его, но он же опять, получается, в просак попадает. Он говорит, мы за мир, а в Совет мира его ж позвали, ты ж за мир, иди за мир. И у нас получится очень интересная геополитическая конфигурация, когда спецоперации, внимание, спецоперации, против стран, которые не в Совете мира, но согласованные с Советом мира, будут законные. Нет? Ну вот, с точки зрения тех, кто поддержали Совет мира. Да. Да. То есть, да, и таким образом мир расколется на тех, кто признают Совет Безопасности ООН и его верховенство, например, так, вот, и тех, кто признает Совет мира. Вот, то есть такой раскол. Ну да, Россия пока еще не согласилась с предложением Трампа. Более того, Путин совсем недавно заявил о том, что необходимо все-таки, чтобы необходимо поддерживать Организацию Объединенных Наций. Китай акцентирует внимание на Организации Объединенных Наций. Поэтому здесь, скорее всего, сначала будет разговор сильных мира сего, вот 3 гегемонов, государств-гегемонов, которые должны согласовать между собой, что такое Совет мира и будет ли это только игрушка в руках Трампа, или же это должен быть какой-то орган с реальными полномочиями, реальными задачами, вот, реальными возможностями. Но пока что контуры Совета мира, они абсолютно размыты. Вот. Условно говоря, вы
Вы за Трампа или против Трампа? Вы за третий интернационал или за второй интернационал, условно? Вот это вот приблизительно таким образом ведется дискуссия вокруг Совета мира. Мы же не видели еще ни устав, ни Совета мира, ни какие там документы. Мы просто знаем, что есть идея Трампа. Вот. Пока что это очень сырая идея. Но если вдруг Соединенные Штаты, Россия и еще целый ряд государств вступят в Совет мира, вот, Беларусь, которая уже, в принципе, готова, а Украина не вступит, то тогда, наверное, специальную военную операцию, так называемую в России, переименуют в миротворческую операцию. Это же, ну, в этом-то и... Я поэтому и говорю. Это, конечно, смотрите, это может быть такая, ну, замануха, Нет, залипуха, это... Да. но это очень На важная вещь. на сегодняшний день Украина опять оказалась в ситуации, когда все вокруг рушится. Украина просто-напросто хватается за ту соломинку, которая в виде Европы. Вот, что авось да спасет. У Европы... Вместо того, чтобы понять, что необходимо просто остановиться, остановить боевые действия и понять, сориентироваться, куда дальше двигаться. Она хватается за старый мир. Ой, как шикарно сейчас вот сообщают, пресса пишет, шикарно реагирует Трамп. Смотрите, там посол датский, ну это я приводил эту новость, что отказали в переговорах с Америкой по Гренландии. Да? Трамп выходит с заявлением, говорит, Дании нужно уведомить меня лично, если она действительно отказывается вести переговоры по Гренландии. Такой какой-то крестный отец, Константин Петрович. Да. Ну, видите ли, сегодня, кстати, в рамках Давоса было еще одно знаковое выступление. Выступление Кита Келлога, на которое мало кто обратил внимание. А Кит Келлог там всех убеждал. Говорил, ну, вы не обращайте внимания на Трампа. Трамп вот за этой вот такой вот манерой, такой вот расхлябанной, такой разухабистой, скажем, манерой полубандитской, вот там скрывается тонкий стратег, который знает, для чего он это делает все. Вот вы вот сейчас вот там все смотрите на Гренландию, на самом деле Трамп поубрал хвосты России, вот, и увидите, к середине года он ударит так по России, что от России ничего не останется. Ну, это я утрирую, но он приблизительно вот так вот говорил, защищал Трампа. Трамп 2 недели назад его называл идиотом, он защищал Трампа, как бы подтверждая свое звание. Но, видите, американцы пытаются показать миру, что вы не все знаете. Вот, что это все то, что делает Трамп, это все на публику, а на самом деле мы готовим такое, что все аж ух. Ну, в общем, конспирология очередная, да, действительно. А по поводу Европы, это ведь на самом деле очень важный момент. Я бы хотел зацитировать, с вашего позволения, депутата от Европарламента от Франции, важно, Аврор Лалук. Она предупредила, что фактически, ну, в общем, катастрофа может быть, да, если зайдет все слишком далеко в противостоянии с американцами. Значит, финансово зависит от США крайне, в шаге от хаоса, потому что Visa, MasterCard и большая часть платежной инфраструктуры под американцами. Почти все наши сегодняшние платежные системы американские. Трамп может отключить их за одну ночь. Он уже сделал это. Он уже сделал это в отношении Международного уголовного суда. Нам нужен Airbus платежных систем. Это недорого. Мы говорим о 9 миллионах евро. Ну, там, 10. Остальное сегодня – это пустые слова. И, в общем, она выступала в Европарламенте. Там такой тон был достаточно. Спасайся, кто может. Платежная система. Вообще призыв очень важный, особенно ввиду шторма на финансовых рынках, ввиду политики Трампа, ввиду его, ну там, заигрывания с криптой. Вообще, честно, все понимают, что Трамп играет в эту историю, ему надо продать свой этот токен своей жены, там, монетку, вот эти все вещи, списать долг. Но смотрите, какая очень увлекательная история и увлекательный бумеранг. Помните, как все осуждали страны глобального юга и БРИКС, когда они там то валютку какую-то печатали, то какую-то платежную систему создавали? А сейчас Европа. В Европе звучат голоса, давайте отказываться от платежных систем
Американских. Да, звучат эти голоса, но дело в том, что прежде чем отказаться, это ударит очень серьезно по экономике Европы, и необходимо достаточно длительное время, вот, не менее пары лет для того, чтобы перейти на определенные собственные платежные системы, которых нет. И где гарантия, что Европа, стараясь выйти из-под зависимости от Соединенных Штатов, не попадет под какую-нибудь новую зависимость, например, от Китая или... Ну, то есть будет пользоваться китайской платежной системой. Ну, вот вопрос, да. Потому что сейчас Европа, я еще раз говорю, Европа не готова к тому, чтобы быть самостоятельным игроком и бросить вызов Соединенным Штатам. Ни с энергетической точки зрения, ни с экономической, ни с финансовой, ни с какой-либо другой точки зрения, они, ни с военной, они не могут тягаться с Соединенными Штатами. Рассказы о диалоге с Россией заглохли? Нет. В том-то и дело, на прошлой неделе в связи с Гренландией начали снова, я уже говорил об этом, начали снова на уровне европейских политиков, не первого уровня, но все-таки начали говорить, а может мы сейчас как-то поспешили, так ну, может нам надо как-то пересмотреть свою позицию относительно России. Россия будет спасать Европу? Или, давайте не Европу, а европейские страны, отдельные от тлетворного влияния противостояния с Трампом? Я думаю, что Россия будет искать рычаги воздействия на эти страны для того, чтобы продвигать свои интересы в этих странах. Вот. Но в целом, а зачем России спасать Европу? Ну, всегда же спасали. А вот я думаю, что рано или поздно меняется стратегия. Да, друзья, значит... Знаете, я просто вспомню, что в свое время, когда в 1848 году в Австрии молодой император, 18-летний Франц Иосиф, вот, он столкнулся с революционной стихией, он умолял Николая I, чтобы тот ввел войска в Австрию. Тот спас фактически Франца Иосифа, восстановил его власть, вот, подавил венгерское восстание, навел порядок. Ну, после этого, спустя буквально 7 лет прошло, когда началась Крымская война, Николай попросил тогда у Франца Иосифа помощь в Крымской войне. Тот отказался, сказал, что мы займем нейтральную позицию. Отказал. И тогда Николай приехал в Варшаву, выступал перед местной публикой, он сказал: вы знаете, кто самый глупый польский король? Говорит, это Ян Собеский, который спас Австрию от турок. А кто самый глупый, говорит, русский царь, это, говорит, я, потому что я спас Австрию от революции. Ну, вот это приблизительно сейчас, я думаю, что эти слова, этот случай, вот, многие сегодня в России где-то вспоминают, когда говорят о помощи Европе. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Они следующие. Почему семьи элитки валят из Киева? 7% пойдут в наступление с Беларуси, ну или с Черниговской области, не суть. 9% ударят орешником, 37% грядет переворот, и 47% нежные, невмоготу терпеть лишения. Ну вот, как-то так. Что скажете, Константин Петрович? Ну, видите ли, я солидаризируюсь с большинством. Вообще, Хотя конечно, переворот, видите, более трети ждут переворот. да, ждут Да. переворот, и он Да. вообще возможен, как вам кажется? А вы знаете, на самом деле у нас про переворот говорят на протяжении уже нескольких лет. Помните, был советский мультфильм про ограбление в частности, ограбление по-итальянски, когда Марио шел грабить банк. Весь город знал, что Марио собирается грабить банк. В банке знали, что Марио будет грабить банк. Полиция знала. Все ему помогали в этом. Вот приблизительно так же у нас с переворотом. Все ждут переворота. Все в ожидании переворота. Все знают, что он должен совершиться. Вот. Все готовы содействовать этому перевороту. Ну, а он как-то никак. Да, значит, перейдем к вашим вопросам. Друзья, начнем с закрытого клуба зрителей Шелеста. Всем большое спасибо за то, что поддерживаете канал, за то, что
тоже общаетесь в клубе, в общем, и, ну, вообще, в принципе, что лайк ставите, за то, что смотрите нас по средам. Всех призываю подписаться, купить книжку «Джокер» Константина Бондаренко. Спасибо. Это прям must have, как говорится, к просмотрам наших, естественно, эфиров в том числе. Да, кстати, мне задавали неоднократно вопрос относительно аудиоверсии. Есть уже аудиоверсия. Я буквально на днях дам уже инструкции, где можно получить аудиоверсию. Сейчас тестируется просто сайт. И буквально на днях уже можно будет приобрести не только эту аудиоверсию, но практически все мои книги, которые вот все 10 монографий, которые я написал за свою жизнь, вот тоже там можно будет на этом сайте их приобрести. Да, поэтому, друзья, всем большое спасибо за то, что, ну, вообще, за ваше внимание спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Режим Блиц, вопросов, как обычно, у нас предостаточно и много. Итак, поехали. Значит, если Кость позволит, следующий вопрос. Был ли смотрящий по Украине от России? И кто им был все-таки? На каком этапе не досмотрел? Не было смотрящего, такого не было. Вот, более того, было несколько конкурирующих групп в России, которые занимались Украиной. Вот. Были свои люди, которые отвечали за Украину в ФСБ, в пятой службе. Были свои смотрящие, или даже не смотрящие, ну, условно говоря, кураторы в администрации президента. Вот. Были там люди, приезжали люди от Лужкова, приезжали люди от Мордашова, приезжали от кого только не приезжали, каждый говорил о том, что я вот, значит, вот со мной ведите разговор. Но реально, скажем так, золотая эра отношений между Украиной и Российской Федерацией, это благодаря Виктору Степановичу Черномырдину. Он был послом, он пытался, в принципе, вот, делать все для того, чтобы Украина и Россия были действительно братскими народами. Вот. После него приехал Зурабов, вот, который развалил всю работу. Это такой себе барин, сибарит, который считал, что он лучше всех знает, как надо и что надо. Вот. Он советовался только с одним человеком, Петром Алексеевичем Порошенко, его приятелем, вот, и смотрел на ситуацию. Вот. А также был еще Виктор Владимирович Медведчук, который тоже свое мнение передавал по отдельной линии. Ну вот, общими усилиями довели до того состояния, которое сейчас наблюдаем. Вопрос Кости Бондаренко. Если США выйдут из НАТО, то Украина станет ЧВК Европы, или европейцы будут искать скорейшего мира с Россией и примирения наших стран? Знаете, сейчас ближайшее окружение Зеленского, оно говорит о том, что главный интерес Европы в Украине в том, что мы умеем воевать. Вот. Поэтому нас лучше всего использовать именно как ударную силу. Ни одно европейское государство воевать не умеет, а мы умеем. Поэтому мы готовы быть такой вот большой ЧВК для Европы. Так чего? Пускай в Гренландии покажут, на что способны. Так вот, именно, так это вот на фоне вот этих событий в Гренландии вот украинские политики, депутаты некоторые, вот они начали вот именно такую версию задвигать. Больше ничего не, ну что, мы же недра уже продали, там все, что могли, продали, чем мы можем быть интересны миру. Вот где наше участие в мировом распределении труда. Вот мы будем большой ЧВК, который будет там, которую будут нанимать. Как это было, в принципе, исторически. Запорожские казаки, которых нанимали для участия в разных там боевых действиях. Если предложить украинцам переместиться на машине времени на 11 лет назад, до начала Майдана, когда доллар был по 8, ну уже не 11, ну ладно. Значит, доллар по 8, работала Конституция и были хорошие отношения с соседями, то стали бы люди поддерживать Майдан, подтверждая тем самым, что они готовы стоять за свободу, западные ценности и отречение от наследия оккупантов. Ну, вы знаете, что я был в числе тех немногих, к сожалению, немногих, кто предупреждали о том, что Майдан приведет к катастрофе. Со мной перестали общаться десятки моих друзей, бывших. Возможно, к счастью, бывших. Вот. Они просто решили, что я там запроданец, зрадник и прочее. Вот. Потому что я постоянно говорил о том, что Майдан приведет к катастрофе.
Это можно легко увидеть, поднять там мои выступления, они рукописи не горят, как говорится. Но в целом, я думаю, что, во-первых, история не терпит сослагательного наклонения, да, вот, это первое. Второе, это то, что история обычно никого ничему не учит. Это точно. Да. Так, Главное, кстати, вот, но Майдан сыграл и свою положительную роль. Вот. Это была последняя цветная революция, которая фактически вскрыла все слабости, все слабые места вот этой теории и практики Джина Шарпа. И после этого любая попытка провести цветную революцию была обречена уже на провал. Потому что и в Белоруссии, и в Иране, и всюду вот, учились на опыте Украины и понимали, каким образом противостоять вот именно вот этим вот цветным революциям. исходя из текущей информации, в СМИ складывается мнение, что камнем преткновения являются территориальные уступки. Если Россия вдруг соглашается на прекращение огня и заморозки «стоим там, где стоим», означает ли это, что Украина будет безблоковым, нейтральным, с последующим снятием санкций, или Запад продолжит свой план по нанесению поражения России? Украина – это одно из условий. Одно из условий, что Украина будет безблоковым государством, то есть не будет вступать в НАТО. Другой вопрос – это снятие санкций с России. Европа сказала, что они снимать санкции с России не будут, снимет санкции только Соединенные Штаты. Так, дальше переходим в сообщество YouTube. Уважаемый Константин Петрович, как человек осведомленный, знаете ли вы биографию Ахметова и его связи с Россией? Уверен, Александр, как журналист и уроженец Востока, тоже чего много знает. У меня есть инсайдерская информация о том, что так называемый энергетический коллапс или есть не что иное, как клацание рубильником Ахметова, точнее его людей. Да и проблемы в энергетике, но не такие, как нам рисуют. Более того, Украина продолжает чудесно экспорт электричества за границу. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет. Ну, тут приписываются Ренату Леонидовичу, скажем так, несвойственные ему вещи. Вот. Что касается Ахметова, да, ДТЭК – это один из производителей электроэнергии. ДТЭК тоже пострадал от массированных обстрелов. Например, Ладыжинскую ТЭЦ, вот, ее бомбили раз 5, наверное, за время войны. Вот. Бурштинская ТЭЦ тоже фактически уничтожена и так далее. То есть, да, ДТЭК понес очень серьезные убытки. Очень серьезные. Говорить о том, что там Ахметов сидит и так просто, как говорит, клацает рубильником, но это не совсем, наверное, это вообще немного не так. Вот. В любом случае он не монополист на этом рынке. Это. Второй момент – это если в России, например, узнают о том, что Ахметова кто-то считает их агентом, то они будут очень-очень удивлены. Потому что там отношение к Ахметову, мягко говоря, неоднозначное. Ну, смотрите, неоднозначно смотрятся вот эти вот фотографии. Это вот сегодняшний селектор, да? Да. Зеленский смотрит в монитор, у него там камера, он перед ним там и Федоров, и, в общем, Одесская, там Кипер с Лысаком. Сегодня, кстати, Труханова отпустили, Да. в общем-то, ну, нормально, чего. Видите, как правосудие работает. Залоги там подобавляли. Ну, неважно. Смотрите, сидят вот эти все там облгосадминистрации, там, все сидят при свете. Ну, днем же это все, смотрите, у всех светло, у кого пасмурно, все при лампах. Один Зеленский сидит в темноте. Ну, это же цирк, Константин Петрович. Ну, конечно, цирк. Конечно, цирк. А еще Свириденко сфотографировалась в темноте. Да. Вот. Да, что у нее нет электричества, но при этом она сидит за компьютером. Ну, сейчас аккумуляторы, сейчас же делают. Я понимаю, да. Ну, да. Это очень убедительно выглядит. Да, вопрос к вам. Книга про бабушку Юлю будет? Или не так много экшена в ее биографии и не так опасно, Вы знаете, я на как с самом деле просроченной? я когда-то даже хотел писать книгу про Юлию Тимошенко,
Вот. И даже где-то в году 2010 у меня уже был готов текст вот, про Юлию Владимировну. А потом написали такое количество книг про Тимошенко, что я решил, да, а зачем тягаться в данной ситуации. Возможно, что когда она уйдет, решит уйти из политики, а я считаю, что ее лебединая песня еще не прозвучала в политике, вот, несмотря на вот эти обвинения и на судебное разбирательство вокруг Тимошенко. Я думаю, что все-таки, может, когда-то достану, стряхну пыль с этой рукописи, допишу. Мгм. Почему нет? Значит, Личность яркая, неоднозначная. да, добрый вечер. Всегда с удовольствием вас слушаю. Спасибо большое, Александру, что открыли для меня Константина Петровича. У меня вот такой вопрос. В Украине переименовали кучу улиц, проспектов и переулков на незнакомых для обычного гражданина имен. Почему это не коснулось городов? А если бы коснулось, какой бы представитель современной украинской интеллигенции или элиты за последние 3-4 года мог бы удостоиться такой чести? То есть не коснулась городов. Ну, я тоже не Это понял, как раз, не коснулось как городов. раз в городах... или почему не переименовали города? Или... Да, да. Да, наверное. Так что, ну, я не знаю, кто это. М, Ну, смотрите, Иван Франкош вообще тоже такой персонаж. И там его как почитать, хавайся в жито. Ну, Иван Франко, на самом деле, это один из наиболее интеллектуальных писателей в Украине. Вот, да, у него есть, там, например, Борислав Смеец, там антисемитские нотки определенные в этом, но при этом, скажем так, он как публицист, как ученый, как энциклопедист, это один из самых ярких представителей вот украинского пантеона, будем так говорить. Когда-то я не буду называть его фамилию, один народный депутат, причем не из Западной Украины, а из Киева, он когда-то сказал, что украинцы, возможно, получат шанс на то, чтобы стать действительно европейской нацией, тогда, когда они снимут с постаментом Шевченко, а поставят Франко. Говорил. При этом, да, как личность он был достаточно противоречивый, но как интеллектуал, как глыба. Вот, город Ивано-Франковск, в свое время вот у Хрущева был пунктик, он хотел переименовать город Станиславов. Вот первоначально он предлагал назвать его Сталино-Карпатск. Еще в 1946 или 1947 году он предлагал Измаил Сталиноморском. Он хотел назвать, даже подготовил проекты постановлений. Сталин запретил тогда. Но в 1956 году все равно переименовал Станислав уже сначала во Франковск хотели переименовать, потом сказали, что будет нездоровая ассоциация с генералиссимусом Франко, вот, Каудильо, Испании, и тогда назвали Ивано-Франковск город. Ну, вот почему-то не нравилось ему Потоцкий, Хрущеву, не нравился особенно Станислав Потоцкий, в честь которого город назвали, переименовали Ивано-Франковск. Мгм. Так, тут приходят новости интересные. Трамп, как Лукашенко, назвал себя диктатором. Ну вот на выступлениях в Давосе, говорит, у нас была отличная речь, мы получили классные отзывы, да, там меня упрекают, что я типа диктатор, ну так надо иногда быть диктатором. Как Лукашенко прям говорит, да, говорит, я диктатор, а что, ну я ж во благо действую, вот такие дела. Вот, и какие-то странные сейчас вещи, ну, я не знаю, сейчас будем отвечать на вопросы, может быть, получится что-то больше информации узнать, посмотрим. Мы в прямом эфире просто, может, вы, их кто в записи будет смотреть, узнают об этом позже. Вроде как какие-то люди пришли к дому Петрова. Петров, который бронь у него от кладбища, вчера он уволился, получается, брони нет, и они, в общем, он всех там ухылянтами называл, вот это вот все. Скандальная история, да, его, в общем, через соцсети, так сказать, ну, очень много его как бы обхаяли, а тут вроде как к нему кто-то пришел и типа иди на фронт, да, ну, брони ж нет,
и типа иди на фронт. А он такой, что любил, так сказать, поиздеваться над людьми в том плане. Ну, очень потушный был, и за Зеленского был. В общем, какие-то вроде как проблемы у него. Посмотрим, подтвердится ли эта информация, но, в общем, ситуация так себе. Что про Петрова скажете, про вообще эту Да, ничего историю? не скажу, знаете. Ничего не скажу, чтобы не сказали, что я заинтересованное лицо. Вот. В свое время у нас было нормальное общение с ним, потом он вдруг начал в своих программах меня там обвинять непонятно в чем. Вот. Зачем-то. Поэтому я не буду ничего комментировать по Петрову. Вот. Это терпения ему и выдержки в этой ситуации. Ну, да. Добра и света. Вот. Да. Значит, света, причем в том самом смысле этого слова. Так, здравствуйте, Константин Петрович. Вопрос. Если отбросить мораль, пропаганду и самообман, является ли продолжение войны между Россией и Украиной рациональным выбором для Украины как государства? Или это уже инерция, в которой цена сохранения курса превышает цену пересмотра целей? Если так, то кто и когда должен будет публично признать, что стратегическая ошибка уже была? Да, я понимаю, что кто-то должен признать эту ошибку. Я не верю в то, что Зеленский признает свои ошибки. Но я верю в то, что преемники Зеленского вот, расставят все точки над «и». И Зеленский получит по заслугам. Так. Константин Петрович, если в Давосе подпишут капитуляцию Донбасса, Наталья пишет, ну, предполагает, гипотетически. Смотрите, давайте так, не надо сбрасывать, я с Натальей согласен, давайте все варианты рассматривать, потому что не просто так выдергивает Трамп Зеленского. В конце концов, это же не просто там посидеть, чаю попить, да? Значит, на что-то будет прогибать, причем лично, и уже многие сейчас, я вижу, аналитики, вот которые комментаторы комментируют эту историю, они говорят, что ой-ой-ой, как бы не было там публичной порки. Ну, риск этого сохраняется. Так вот, если подпишут капитуляцию Донбасса, ну вот это вот, вывод войск, то, что требовалось и тогда, значит, чего ожидать Запорожью? Они подпишут капитуляцию вместе с Донбассом, увеличат армию в пригородах Запорожья, обстрелы усилят. Ну, смотрите, есть противоречивая информация. По одной информации в Анкоридже говорили только о том, что Украина должна вывести войска из Донецкой области, в ее административных границах, а в Луганской и Херсонской линия боевого соприкосновения будет линией государственной границы. После этого в России неоднократно опровергали эти данные, но опровергали не на уровне самого президента или его руководителя пресс-службы, его пресс-секретаря, а опровергали там депутаты, отдельные политики и так далее. Говорили, что вы все не так поняли, что и Запорожская, и Херсонская область тоже в полном объеме должны войти в состав Российской Федерации. Сам Путин это не комментировал. Да, хотя Путин несколько раз говорил о том, что и Николаев, и Одесса вот, могут войти в состав Российской Федерации. Но это, как бы, я думаю, завышение планки. Было завышение планки. Вот, поэтому сейчас пока что речь идет именно о этой рабочей формуле, которая была сформулирована после Анкориджа летом 2025 года, что вывод войск из Донбасса, а дальше по линии соприкосновения. Хотя, если Украина не согласится с этой формулой, я думаю, что Россия пересмотрит результаты Анкориджа и снова повысит ставки выигрыша. Так, длиннющий вопрос, но давайте уделим ему время, интересно все-таки, да, и уже готовьте свой вопрос в чат. Друзья, смотрите, все с этими котиками. Ребята, это котик, но это как бы... Давайте так, вы подпишитесь прямо сейчас в Телеграм Костя Бондаренко, да?
Костя Бондаренко. Много подпишитесь, он сейчас с телефоном глянет, что о, классно подписались. И потом он сам скажет, как зовут этого, я закавычу, котика. Ну, я что закавычу, котики, правильно все. Да. Значит, друзья, вопрос. Добрый вечер, Александр Константин. Прежде всего, хочу сказать, что я вас уважаю, а Зеленского ненавижу. Отличное начало. А, Извините. Поэтому вопрос не для того, чтобы вас как-то уязвить или защитить Зеленского. Просто хочу понять вашу точку зрения. Может быть, я слишком молод и горяч, но я не понимаю позицию людей, которые готовы объединяться и защищать людей, которые сейчас ситуативно ради своей выгоды выступают против Зеленского. Дубинский, Тимошенко. Эти люди спокойно сидели и делали лаве, подыгрывая диктаторскому режиму Зеленского, а как только их прижали, то сразу начали рубить правду матку. Это беспринципные люди, которые сдадут все при первой же возможности. Таких людей нельзя поддерживать, только наблюдать со стороны, как эта жаба и гадюка пожирают друг друга. И что больше всего меня удивляет, так это то, что вылезли люди, которые начали хвалить Тимошенко за ее смелую позицию, как будто общество Украины каждые полгода обнуляется и забывает 30 плюс лет мрака, когда политики обещают золотые горы народу, а после избрания устраивают золотые горы себе и своим родственникам, друзьям, любовницам, эскортницам. Что вы думаете по этому поводу? Вот разве я не прав? Я могу написать еще более подробно, но тогда получится слишком много, а Александр точно не прочитает. Да. Вы знаете, на самом деле украинская политика – это такой паноптикум. Вот. Я наблюдаю за ней более 30 лет, вот, детально, глубоко погружаясь, там, скажем, это. Я скажу, что я удивляюсь одному, как очень быстро вот, украинские люди вот, переходят от любви к ненависти, от ненависти к любви, к тому или иному политику. Возможно, что тот или иной политик, который можно было считать, что он уже обанкротился, что его можно уже списать и так далее, вот, что он на фоне других кажется, в той или иной ситуации кажется более-менее приемлемым. Возможно, что у нас народ просто не хочет помнить то, что было давным-давно, и верит в то, что можно все начинать с чистого листа. Но я знаю десяток людей, которых считают, в политике есть такое понятие тефлоновые, которым грязь не липнет. Они могут вот полностью значит, измазаться в грязь, вот. И через год выступать как новое лицо, светлое, свежее, носитель новых идей и так далее. Вот. И народ им верит, народ за них голосует, и у них есть свои сторонники. Вот. Так что, по большому счету, для украинской политики вот, это очень и очень характерно. Кстати, не только для украинской. Это характерно для итальянской политики. В Италии тоже мы очень, очень похожи в этом плане с итальянцами, например. Вот. Там политиков могут обвинить в связях с мафией, в чем угодно, там, в коррупции и так далее. Проходит год-два, и они снова, как ни в чем не бывало, могут представать перед электоратом и получать свои голоса. В Латинской Америке таких очень много политиков. Так, мы в прямом эфире, значит, ну тут разгоняют российские СМИ, ну вот этот вот... Так, значит, первые кадры от Зарубина, вот это вот на заседании безопасности комментируют заявление Трампа, да, предложение Трампа. Ну, посмотрим сейчас. Действительно, по состоянию на эту минуту только что пришла информация, что Россия получила личное обращение Трампа с приглашением присоединиться к Совету мира. Об этом Путин сам сказал на этом заседании, которое сейчас говорится. Да, то есть только подтверждение по Совету Безопасности, по Совету мира, по этому нет. Ну, может быть, сейчас что-то узнаем, да, по этому поводу. Ну, да, поручил Лаврову изучить предложение Трампа и, в общем, консультироваться со стратегическими партнерами, и потом только Россия может дать ответ. Вот так выглядит заявление, пока никакой сенсации, хотя вот Да. погнали, вот прямо сейчас это... Ну, Понятное дело, что да, что это
Это действительно трудоемкий процесс, это процесс, который не решается с кавалерийского наскока. Ну и Путин говорит, США молодцы. Это сейчас, я так понимаю, идет эфир. Путин говорит, что США сделал серьезный вклад, внес, да, в поиск решения по Украине. Типа, спасибо большое, да, США. Но это вот прямо сейчас происходит, поэтому мы отвлекаемся. Друзья, всем большое спасибо, что задаете вопросы. Чат трансляции вот такой. Вот такой вопрос от Сергея. Зеленский через пару дней поддержал Данию, выступил против вхождения Гренландии в состав США, но если Трамп предложит Зеленскому вступить Украине в состав США, Зе также будет категоричен? Это тоже трудоемкий процесс очень. Вот. Понятное дело, что вряд ли кто-то ему предложит это. Последний штат, который вошел в состав Соединенных Штатов, это при Эйзенхауэре было 50-е годы, Гавайи. Вот это стали 50-м штатом. После этого уже вот более полувека никаких территориальных расширений у Соединенных Штатов нет. Они более склонны к тому, чтобы получать какие-то управляемые территории без статуса штата, типа Пуэрто-Рико, вот, получать колонии, типа Либерии или Украины, которые управляются без, ну, скажем, без присоединения необходимого, чем присоединять отдельный штат. Это же тогда предоставить Украине определенные права, которыми пользуются все другие штаты. Это... А зачем это? Вот. Да, тоже молния. Ну, понятно, завтра приедет Витков. Завтра приедет по поводу Путина. Витков завтра приедет и все остальное. Но тут очень интересно. Путин говорит, Россия готова направить $1 миллиард в Совет мира из числа замороженных средств. Красиво. Вот она политика, понимаете? Вот Красиво. она политика. Миллиард, окей. Давайте. Сколько у нас там? 200, 300? Ну, там в разных странах. Миллиардик давайте. В Совет мира. Вперед. Это, конечно, ребята. Это да. Это что-то. И сразу уже как бы выдал Путин, сколько стоит Гренландия. Говорит, вообще стоит 200-250 миллионов, если сравнивать ее с ценой покупки Аляски. Да. Вот такой еще исторический выпад. Ну, вот видите, так что вот сразу же и ответ на вопрос, сколько стоит Гренландия. Но говорит, что не касается Гренландия России, поэтому... Вот он просто так приценился, сравнил с Аляской. Поэтому, ребята, то есть занимайтесь. Ну, если что хотите, в Совет мира берите миллиардик замороженных активов. То-то Лукашенко побежал, спотыкался, подписывал первый. Я понял теперь, он знает он знал заранее этот замечательный план. А вы представляете, это как будет? Украина ходила, хороводы водила вокруг этих, ну, замороженных активов. А тут раз тебе, а Трампу, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Смешно. Так, давайте вот такой вопрос из чата. Константин Петрович, бывали ли вы у нас в Баден-Бадене? И в курсе ли вы, что здесь не только ослепленные украинцы, но и те, кто вовсю немцам режет правду матку про ТЦК и истинные причины конфликта? Ну, в Баден-Бадене я бывал если не ошибаюсь, в 2018 или 2019 году. Я был в Страсбурге и заезжал туда просто на экскурсию. Вот, из Страсбурга. Вот. Но я не знаю, честно говоря, о жизни местной украинской общины в Баден-Бадене. Так, значит, да, друзья, всем большое спасибо. Посмотрите, Константин Петрович, много ли у вас подписалось, и про котика, если посчитаете нужным. Не, ну про котика зовут Агата, еще маленький, и, соответственно, поэтому так иногда. Все остальное, это... Я не особо люблю распространяться на какие-то личные темы. В общем, нет котика за спиной Константина Петровича. Поэтому спасибо вам большое за вашу наблюдательность. И когда звук есть, и когда звука нет,
Друзья, мы вас очень ценим и любим. Спасибо большое. И на самом деле хотим всем пожелать, чтобы детский смех и радость и благополучие в любых условиях, да, ну, все-таки грели душу. Это очень важно. И особенно важно сейчас в этих всех, конечно, хитросплетениях политики не забывать о главном. Люди мерзнут, люди не заслуживают всего этого. Люди заслуживают на то, чтобы наступил наконец-то мир. Константин Петрович, спасибо за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч.